Мы вообще с тобой не были знакомы в Питере, мне кажется, мы типа не пересекались. И я вот, ну я на тебя был подписан, я знал, что Миша вообще классный чувак, классный диджей в Питере. Мы, по-моему, как-то так пока там типа в клубе каком-то сменялись, может быть, или что-то такое. Ну да, то есть это как бы не было, да, какой-то такой близкой истории. Я увидел, что ты играешь в Дубае, ну вот, и такой, надо идти, познакомиться. Во-первых, плюс позвать тебя на интервью. Какие-то есть у тебя или были диджеи, за которыми ты прям типа охотился, скажем так, чтобы их внимание получить? Ну, вообще, я изначально увидел диджей AM, вот такой американский диджей, который был там диджеем Пэрис Хилтон, с Трэвисом Баркером там вот играл вдвоем. Я вот из него вообще начал этим диджеингом заниматься. Он первый начал вот мышапы играть везде. А если ты имеешь в виду из отечественных, российских? Ну да, типа там, может, в Питере там за кем-то следил. Ну, в Питере, да, в Питере диджей Кашин. Тогда он еще был Кайт-рок. В принципе, вот я за ним наблюдал. Он меня даже немножко учил играть там, в свое время. И еще мне очень нравилось, как Ромста играет. Там прямо наблюдал тоже часто за ним. Сколько ты лет играешь уже? С какого года? Года с 2000, наверное, 9-го. Так вот, примерно. В 2009-м уже Кашин играл, да? Да, только не Кашин был, вот у меня был Кайт-рок псевдоним. Ну, все R&B-шку тогда играли. Был клуб Людовик, клуб Кадиллак, там вот все начинали. И ты вот, значит, как-то попытался, да, типа с ним законнектиться, типа ходил на его сеты или как? Нет, я сам начал организовывать вечеринки. У нас была промо-группа там с другом. И мы звали разных диджеев. И потом я понял, типа, что я сам тоже могу поиграть, в принципе. И там попросил ребят показать, как это там делается. И, собственно, звал тех же диджеев на свои вечеринки. Там с ними знакомился, и как-то такой коннект как бы происходил. То есть ты еще даже перед тем, как начал играть, уже подумал свою типа тусу сделать? Да, я сначала делал вечеринки, потом вот стал диджеем. Страха не было, типа, что там прогоришь или что-нибудь там? Да было, конечно. Не придут люди? Было, нет, конечно. Тогда еще было модно делать вечеринки по средам. То есть тогда Питер вообще был такой супер тусовочный. Можно было в среду пойти, в четверг, и пятницу, субботу подряд вообще. И везде были крутые тусы. И клубы были большие, такие крутые, реально разнообразные, на любой вкус. Мы делали вечеринки в среду, и даже в среду как бы приходил народ и тусовался вообще без проблем. Где вы делали? Такой был Декаданс клуб на Рубинштейна. Там начинали делать. То есть как бы еженедельные среды, все знали, что там в нескольких местах в Питере есть среда вечеринка, и как бы все между ними курсировали. Помнишь, сколько на первую пришло людей? Я уже, честно, не вспомню. У меня дома лежат, кстати, я собирал флаеры, когда мы распечатали такие, как рекламные открытки. Флаеры ходили по несколькому, раздавали симпатичным людям, оставляли в всяких кафешках, там типа был компьютерный клуб Кафемакс, там оставляли эти флаеры, там какие-то кофейни, я уже не помню, шоколадницы, там договаривались, там писали их как спонсоры, и там просто закидывали эти флаера, там люди брали, приходили. Такая была реклама. Ну это вот 10-й, да, типа там 2000? Да, 10-й, 9-й. Начало 10-х. Да, я помню, как в многих кафешках в Питере, типа, да, там, флаеры, да. Со скидками там, да. Тогда еще не было просто никаких соцсетей, только ВКонтакт появился. И мы делали тоже группу ВКонтакте, и еще в ВКонтакте тогда был скрипт. Ты просто всех друзей как бы одной кнопкой приглашал там, в группу, и тоже так набирались люди. Списки там прям на стену все писали, там, я там +1, я +1. Мы делали среды, потом мы делали просто в разных местах какие-то вечеринки, там Зимолетов в самом первом, давно еще тоже, когда он был в другом месте. Тоже какие-то Хэллоуины делали, новогодние вечеринки делали, короче, что только не делали. Ну это вот была уже тусовка «Друг» или это что-то? Нет, это было до «Друга». Моя называлась King Size Promo. King Size Promo. Да. У нас даже был свой трек, он довольно популярный в те времена был такой: «Эй, детка, дай мне огня, двигайся со мной до утра». Такая R&B-шка была, гимн вечеринки. Потом мы как-то немножко прекратили этим заниматься, я больше в диджеинг ушел. И появился друг, это другие ребята. Они меня пригласили как бы сначала к себе играть, а потом я стал как бы полноправным соорганизатором. Друг это сам был с 2009-го, а я, наверное, туда попал в 2010 или что-то такое, 2011, так вот, примерно. Ты потому что сам, да, захотел, типа, внедриться, или они тебе предложили? Ну, мы как-то просто там словили какие-то общие темы. Я сначала помогал лайнапы просто делать, с диджеями там какие-то коннекты. И потом как-то договорились, что, ну, типа, я так довольно много делал, пиарил тусу, и решили как бы соединиться, и меня позвали в соорганизаторы. Тогда же начались футбольные турниры,
вечеринки сначала были вообще маленькие, довольно маленьких местах, там на 100-200 человек, а потом выросли постепенно там до там, 1500-2000 человек. Что у тебя сейчас с организацией? Сейчас вот друг остался. Мы помимо самой вечеринки еще делаем футбольный турнир, теннисный турнир, кибертурнир. Это все от друга, да? Это все друг, да. Кибердруг, друг футбол, друг теннис. А больше уже как-то сложно, знаешь, совмещать. Уже сил нету просто что-то новое как-то организовывать. Так, по накатанной. А вы сейчас в медиалигу зашли или? Нет, медиалигу мы нет. В Питере, потому что нету, да, медиалиги? В Питере только одна команда сейчас, это чисто Питер. Мы вообще, да, мы, по сути, первые сделали медиалигу. Если можно так сказать, футбольную. По музыкальному жанру. Какой, типа, может быть, есть у тебя, знаешь, один жанр, который тебя вот олицетворяет как диджей Авера? Сложный вопрос, потому что вообще я себя всегда позиционировал как хип-хоп R&B диджей. С этого начинал, как бы это играл. Но потом одна музыка начинает надоедать. Я и в поп уходил, и какой-то мешап. Сейчас вот, например, вообще больше стараюсь какое-то электронное звучание добавлять. То есть мешать хип-хоп основа, но плюс какие-то там хаус-треки. Нет у меня узконаправленности, фристайл, мультижанр такой. Ну это во вселенной поп, да, все-таки? Поп, да, это поп-музыка, да. Ну, поп-музыка, да. Можно так сказать. И ты с самого начала прям играл с Нет, сначала компа? Я вообще начинал с дисков, с обычных. То есть мы записывали диски с компа. Такая папочка была с дисками. Туда как бы запихивал диски. UDG. Да, на бумажке писал названия треков там и исполнителей. И с дисков там фигачил как-то. Сам уже не помню, как это вообще все было. Я даже сводить не умел поначалу. Просто как бы нажимал play. Мне показали, как там замедление делать. Я так сводил через замедление просто каждый там трек. Классика. Ну да, ну потом как-то потихонечку там научился. А потом на Serato перешел, купил себе Mac, так с тех пор с компа и играю. Ну, мне нравится, удобно, просто не надо. На флешке типа не было, да, желания перейти? Вот в последнее время есть такое, чтобы просто не таскать с собой комп. Но вообще, в принципе, просто мне на компе удобнее, там вся библиотека. В Питере почти везде довольно плохая аппаратура стоит в клубах, она то глючит, ее там заливают, короче, ну знаешь, там тормозит. И я просто как через звуковую карту подключаю, там через Denon сейчас у меня, и вот так играю. Ну, иногда подключаю CD, как бы, ну как по настроению. Я просто тоже на самом деле считаю, что для диджея не самое важное далеко сводить. Я тоже так считаю. Какая главная там задача у диджея стоит? Ну, мне кажется, просто почувствовать атмосферу, видеть, что нравится людям, и давать им это, но в то же время от себя как бы не отступать и не включать то, что тебе не нравится совсем. То есть именно нужно понимать, что люди хотят, и соблюдать свою какую-то линию, мне кажется, так. Баланс, да, именно вот типа 50/50. Сводка вообще я до сих пор там бывает косяки всякие, как бы люди на танцполе вообще никогда это не замечают. Согласен. Это только другие диджеи танцуют. Да. Да. Короче, чтобы вайб был. Раньше я думал, что нужно так играть, чтобы все там просто прыгали, орали, кричали, там, слэмились условно, там, танцевали постоянно. Сейчас я понимаю, что... Да и прикольно, когда они танцуют, просто люди вайбят, как бы покачиваются в такт. Не обязательно, чтобы прямо, знаешь, какое-то мясо было. Даже прикольно, когда просто какой-то такой полайтовый что-то. А ты вот играешь в Питере в каких-нибудь таких рейсиках, где просто люди там с кальяном сидят спокойненько, вайбят, ты им фончик создаешь? Не, в ресторанах очень редко. Не нравится, да, просто? Ну, только если много денег дают, тогда можно. Раньше играл, конечно, но в последнее время только вечеринки в клубе, что-то такое, там бар максимум. Вспомнишь, может быть, лучший клуб или лучшая вечеринка, вот прям сразу же вспоминаешь, которая у тебя была? В мою молодость это был клуб «Ледовик» на Думской, огромный. Там было 2 танцпола, R&B и хаус. Ну и на R&B танцполе вообще все самые топовые люди собирались, все самые прикольные диджеи. Там вертушки стояли виниловые, там вообще... Ну, моя молодость просто, знаешь. Ты играл с винила? Ну, с диджитал винила, с тайм-кодом пластинками. Я до сих пор, у меня дома стоят винил, мне нравится, но просто почти нигде нету, никто не ставит. Ну, то, что это дороже и все время там иголки сбиваются, знаешь, короче. Пластинки ты не коллекционируешь? Ну, я коллекционирую, ну так, лайтово, у меня там есть штук, не знаю, до 50, наверное, дома. Как подарок, если тебе дарят, ты прям, в принципе, улыбаешься, да, когда получаешь. Я на день рождения все время говорю, там, дарите пластинки. Там. Хопчик. Ну, вообще разные, мне нравится. Если что угодно. Что людям нравится, то
пускай дарит. Так, в молодости Людовик, да? А сейчас вот там вот последние годы что там может? Ну, сейчас это Мираж. Там атмосфера прикольная, народ симпатичный. Ты сказал, играю в рейсиках только если очень много платят. А бывает, что типа там заказывают какую-нибудь типа музыку, там типа поставь там что-нибудь. Ставишь? Ну, практически никогда. Только если там мои друзья что-то просят поставить, тогда могу. А так... Типа, если в клубе чувак подходит там с какой-то котлетой и говорит, блядь, брат, там, давай там, Аллегрову. Нет. Нет. И, на самом деле, с такой прям котлетой не подходили. Предлагали там, не знаю, максимум 15, наверное, не ставил. Правильно ли я понял, что у тебя вот за все эти годы диджеинга, да, то есть ты лет сколько, лет 10 уже, да, лет? Ну да. 12. У тебя не было периода в карьере твоей диджейской, когда бы ты играл, потому что, типа, вот там надо пойти работать, зарабатывать деньги. Играть там во всяких странных клубах. Такого у тебя не было? Нет, не было. Я делал перерывы. Были моменты, когда я почти вообще не играл. Я там уезжал учиться в другие страны, там просто уже надоедало какой-то момент, там по несколько месяцев не играл. Потом все время возвращался. А учился на кого? Уезжал? Там Global Management и предпринимательство в Англии. Хотя я в Англии, кстати, когда я там жил 1,5 года, я там тоже диджейл, в принципе, в Лондоне, да. Я сначала пошел, там был русский ресторан, ну, сейчас есть, Мариванна, ну, слышал, ну, гинзовский. А он тогда очень там модно считался, то, что там день рождения праздновал то ли принц Англии, то ли там какой-то, короче, из Royal Family чувак. И он прямо такой на хайпе там в то время был. И меня просто взяли туда диджеем, там просто 3 часа я там всякую советскую, русскую музыку играешь. Ну, тогда я думал, это прикольно, знаешь, в Лондоне как бы всякие там Леонтьевы, Кобзоны, там, всякое такое. Ну вот, и каждые выходные там играл, и потом еще обзавелся такими знакомствами, и в нескольких клубах там играл тоже. Больше уже как R&B-шка, там хип-хоп. А там также система, как в Питере, типа просто отыгрываешься, в конце сета дают на руку деньги, или ты что-то подписываешь, там какие-то документы? В Мариване там какие-то инвойсы, по-моему, были, то есть я там заполнял чего-то, и потом мне, да, наличными давали. В клубе, в принципе, тоже так же, да, просто что-то подписываешь, какую-то бумажку. Так, я понял, у меня знакомый есть сейчас в Германии играет, он сказал, чувак, да все так же, типа просто тебе налом деньги дают и все, типа нет тут типа то, что там вы подписываете какие-то договора. Ну, по идее, я как бы не мог там играть, это как бы так полунезаконно, потому что нужна как бы рабочая виза, но по факту всем все равно. Да как и везде, как и здесь также в Дубае, то есть здесь всех пугают, что нужно кучу разрешений, ну вот, пожалуйста, ты играл, спокойненько пришел, отыграл без разрешений, это, кажется, так везде. Ты сейчас как играешь в Питере, у тебя какое-то, типа, каждонедельное резидентство где-то, или ты просто, типа, тебя выдергивают на какие-то клубы? Ну, у меня резидентство, да, в 812 баре, в Мираже, и Двор культуры, и Кузня. То есть 4 места. И там я распределяю, ну, это как бы не каждые выходные, ну, несколько раз в месяц, короче, в каждом месяце играю. Ты себя сам куда-то ставишь, или это там? Нет, мне пишут, там, когда можешь, такой-то, я пишу, там, такой-то день могу, там, такой-то не могу, в такое время. Ну, как бы сам расписание просто составляю. И, в принципе, все. Ну, и плюс какие-то вечеринки, которые просто проходят, меня там выцепляют, там, можешь поиграть, можешь поиграть, можешь. А кто сейчас, ну, в дворе Миронов, да, остается еще там, в 819 кто сейчас? Там один из барменов ставит, Дима зовут. В Миражах? В Мираже Стас Голтак. Ага. А в Кузне там хотлайн вечеринка, это кто диджей? Федя. Федя, да. И, в принципе, у тебя каждую неделю ты играешь, да? Пятницу, Ну, пятницу, субботу. Обычно по несколько мест, да. Корпоративы зовут? Да, тоже. День рождения корпоративы. Нет, с агентством не работаю, просто там, если пишут, там, у нас день рождения ресторана, там, или там вечеринка там частная какая-то там, короче, все что угодно, да. Тоже езжу. Ты как, по деньгам это открытая инфа, сколько ты называешь? Да, ну... Корпоративы? 15 тысяч в час. 15 тысяч в час. И сколько в среднем там обычно тебя на часа 4, да, наверное, зовут? Часа 3-4, да. А в барах у тебя какой-то особенный гонорар или именно как бы в среднем, типа, как так, плюс-минус? Слушай, там, где резидентство, там немного платят, там где-то что-то 5 тысяч в час, что-то такое. А какие-то вот, когда просто меня выдергивают, там тоже 10-15 я называю за час. То
То есть вот во всех там типа двор, кузня, там типа 5 в час. А если куда-то клуб какой-то зовет тебя как на спецгостем, там 10 тысяч, 15 тысяч. Ну, как-то так. Ну, как договоришься, короче, какие-то знакомые дешевле, какие-то там незнакомые дороже, далеко ехать дороже. Короче, на форуме, на этом, на экономическом, там еще несколько раз больше. Там какие-то свадьбы, день рождения, каких-то, когда я не знаю, там еще больше. Короче, ну, все, знаешь, плавающее. Нету какой-то четкой... В среднем так, чтобы просто понимать, тоже интересно, вот в среднем там не брать там декабрь, допустим, да, или какие-то такие там по корпоратам крупные месяца, в среднем вот в месяц у тебя вот на диджеинге именно сколько вот может выходить? Слушай, в среднем, наверное, 1200-300, наверное, так вот выходит, наверное. А там декабрь и лето там, соответственно... Летом, да, летом там 3-4 месяца еще больше, наверное, там до 400, ну, если это вместе с вечеринками, которые вдруг я делаю. Ну и декабрь тоже, да, там X2 легко. Вечеринки ты делаешь сейчас сколько это? Это типа раз в месяц или это еще реже? Ну, летом обычно мы только делаем последние там несколько лет. Это там раз в 3 недели примерно. Сколько вам туда вот последнюю вечеринку примерно вот людей приходит? Это там типа 1000? Последнюю не так много пришло, наверное, человек 800 было. А в пиковую самую там в середине лета 1800 примерно было человек. Там платный вход, да, у вас? Платный вход, да, там такой чисто вообще минимальный. Буквально год назад мы сделали 500 рублей. То есть до этого было 300, и до этого еще 100 было. То есть вот такое, ну, чисто, знаешь, не жалко, что отдать. Просто все друзья платят, нет ни списков, ничего, ни проходок. Все это знают, никто ничего не просит. Так как бы испокон веков. Надеваете браслет? Надеваешь браслет, да, и все, заходишь, а там уже все веселятся. Цены на бар недорогие, в принципе. Вот. Вообще начинали с того, что у нас водка всегда стоила 100 рублей. Ну, там, в старые времена. Ну, уже, к сожалению, так. Стопка водки, да. Это классика. Да, в Питере да. же вообще водка за 100, это же классика. Сейчас, к сожалению, такого уже не сделать, но все равно стараемся цены как бы небольшие на баре делать. Как вы это контролируете? Вы на фейсе все Мы стоите? сами стоим на фейсе, да, по очереди, и прямо спрашиваем, кого ты знаешь, сколько ты там где был, короче, если там показываю переписки или позвони, короче. Долгий фейс-контроль, но действенный. Вот мне кажется, что это вообще лучшая схема для вечеринки, потому что когда у тебя закрытый клоуз такой вход, это, во-первых, появляется какой-то как бы интерес туда попасть, что, как бы, знаешь, не просто там место, куда все заходят. У тебя как бы появляется как бы такой ажиотаж. Ну да, левых никого нету, и как бы ты приходишь, со всеми здороваешься, и такая сразу атмосфера намного приятнее, веселее получается. И в этот формат, в принципе, все вот эти годы вы его поддерживаете, Да. и не было там ни разу, знаешь, что что-то там пошло, все вообще там не было людей, вы начали там хоть кого-то опускать. Нет, так, ну стараемся так не делать. А были ивенты, когда там типа вообще никто не пришел? Не, ну, конечно, бывало, когда мало народу приходит. Просто не расстраивайтесь, типа, ребят, ну, ничего, в следующий раз. Да, ничего страшного. У нас такая вечеринка, знаешь, просто вечеринка, условно, на коленке сделанная, ну, по факту. То есть, когда все там пытаются какие-то там розыгрыши делать, какие-то там призы, там выставить афишу, там бесплатный вход или там скидка. Мы вообще просто там анонс за 3 дня, сами у себя выставили афишу, кто хочет, нам пишет, мы тоже им скидываем, они выставляют. И по сути просто ставим диджеев, там договариваемся с местом и как бы погнали. Просто простая вечеринка без всего лишнего, что сейчас как бы есть. Концепция просто типа для друзей. Просто для друзей весело, да. Под веселую музыку потанцевать, поорать, побухать. И... Встретиться со всеми, типа, Да, обняться, да. йоу. Прикольно. Я просто сейчас тоже думаю здесь что-то сделать. И какой можешь дать вот мне, допустим, совет? Я делал в Питере вечеринки для универа своего, в котором учился много лет назад, там лет 8 назад. После этого как-то что-то боялся, не знаю чего, хотя мне это нравилось, именно даже организация нравилась. Я тоже там билеты распечатывал, браслетики, очень нравилось. Вот здесь, типа, знаешь, у меня сейчас, типа, какой-то, блядь, не понимаю, вот херня какая-то про то, что, типа, блин, боюсь, не придут, там, что-то, но при этом очень хочу сделать. Какой, можешь, не знаю, дать мне, может, совет? Ну, вначале, по-любому, скорее всего, не будет много народу. То есть это такое степ-бай-степ постепенная история, мне кажется. Ну, ничего, надо, как бы, всех друзей звать всегда, говорить, приводить своих друзей, может, какие-то там
фридринки начали делать, не знаю, что-то как-то заманивать. Ну, я в Дубае просто не знаю, как тут все устроено. Да, примерно то же самое. То есть просто не бояться, позвать всех друзей, договориться с каким-то местом. Как вы, кстати, с местами договариваетесь? Ну, либо какие-то знакомства. Ну, в Питере, в принципе, нас все знают уже много лет, поэтому как бы куда-то прийти не сложно. Вот начинали когда? Начинали, слушай, я уже не помню. Да просто приходили как бы в места, через какие-то знакомства, там, я друг этого, друг того, давайте делать вечеринку. Ну, а если они говорят, типа, слушай, а у нас уже есть вечеринки, там приходят люди. У нас есть организаторы, почему, типа, нам с тобой работать, зачем? У нас была аудитория такая довольно платежеспособная. И, в принципе, мы много народу привлекали. Мы там все учились там, в хороших университетах. И, ну, как бы публика хорошая просто была. И плюс мы всякие еще в те времена делали промо-компании, то есть снимали какие-то прикольные видосы смешные, что-то там бегали по городу, расклеивали сами, там силы, времени было много. Там, короче, этот Rough Place, он просто огромная площадка, и чтобы там было плотненько, там, не знаю, нужно, наверное, 3-4 тысячи человек. Ну, мы столько не можем собрать, у нас там обычно 1500. И мы решили как-то немножко заставить пространство и думали, что такое сделать. И вспомнили, что есть такие эти ростовые огромные куклы, которые раздуваются, знаешь, на заправках стоят, да. Такой просто кринж, самый кринж, что может быть. Ну, рекламные эти ростовые огромные штуки. И мы их поставили там штук, не знаю, 5, 6, 7, по-моему. И вообще так всем понравилось, что мы их просто все лето ставили на каждую вечеринку. И они прямо, знаешь, диджей играет какой-нибудь, и они прямо в такт танцуют, двигаются, вообще угарно смотрится. И народ прямо, знаешь, сидит, танцует, короче, так же, как они подстраиваются, все это дела. А есть у вас какой-то, типа, там, может быть, план развития? Не знаю, вот сейчас, может быть, знаешь, Ствол ТВ, чуваки из Крем-Сода делают, они там свой YouTube-канал сделали. Может, у вас тоже какая-то такая, типа, идейка, есть там лайв-сеты в YouTube? Мы думали трансляцию сделать, да, но что-то как-то в итоге почему-то забили на это дело. Видишь, у нас просто команда как бы у всех свои дела, свои какие-то бизнесы, какие-то проекты. Кто в Москве уже, кто вообще не в России. Короче, сложно всем собраться и что-то такое, знаешь, прямо придумать прямо такое, не знаю, новое, короче. Все как, знаешь, по накатанным рельсам. Работает и нормально. Про другую сейчас тему чуть, ну, тоже про друг. Мы, как-то помню, сидели, курили кальян с Бейскингом Яриком, и он рассказывал мне, как он, много лет назад было, наверное, лет 6, он мне рассказывал, как он, типа, прям выстраивал план, как, типа, попасть к вам на тусы. Что, типа, вот я знаю, что есть Миша, что вот Миша, мне важно познакомиться, я не знаю. Ну, мне кажется, Ярик не обидится, если я про это расскажу. Это такая вполне, мне кажется, прикольная очень история и очень показательная для всех диджеев и для меня, что, типа, вот чувак прям понимал, где он хочет играть, он знал, что есть Миша, он знал, что он как-то нужно там с тобой войти как-то в коннект. Вот. Я не знаю, так в итоге попал он к вам играть или нет. Да, я устал разочек. Тебе уже много диджеев пишут, да? Да. Извините все, ребята. Не могу всех поставить просто физически. Как ты отбираешь, не знаю, диджеев к вам? Слушай, вообще сначала просто был костяк из диджеев, которые всегда играли. То есть там я, тот же Кашин, там, ну, давно еще. И условно там 3-4 диджея максимум, и они вообще никогда не менялись. Потом мы решили все-таки ставить кого-то новых, то что уже как-то, ну, короче, хотелось какого-то свежести какой-то. Ну и просто, не знаю, кто мне нравился, с кем я общаюсь, в принципе, тех я и ставил. Сейчас есть какая-то обойма у меня из диджеев, там, человек 15, которых я все время ставлю. Не все всегда формат понимают. То есть сколько раз я там не пытался объяснить, короче, диджей все равно играет то, что он играет. Тяжело, как бы. Поэтому легче самому было просто играть. Там по 2 часа, по 3 часа, даже пофиг, неважно. Но потом, в принципе, часть ребят поняли как, и они, в принципе, играют. Бил новых я практически никого не беру. Потому что все, которые уже играют, они, знаешь, все время: ой, почему меня не поставил? Я же как бы резидент. Короче, просто нет физически, как бы. Меня устраивает, как они играют. Людям нравится, и как бы
не знаю, кого нового брать, короче, вот. То есть это попадет, не попадет, ставить сначала, там, как бы сразу никого нету, смысла нет, там, или в конец тоже, вот как-то, не знаю, как-то так. Ну, периодически, конечно, я кого-то беру, но довольно редко. Главный критерий, чтобы человек попадал именно по музыке к вам на вечеринку, да? Ну да, по музыке, да. Мы даже иногда просто диджеев даже не пишем, потому что люди к нам идут не на диджеев, а на, как бы, на саму вечеринку. То есть, в принципе, без разницы, я играю, не я играю, нет такого. Давай представим, сейчас чувачок сидит в Питере, допустим, знает друг, знает тебя, ну как, может быть, даже просто, что есть Миша, что есть друг, и типа вот прям поставил себе цель, написал на, значит, дома на таком виш-листе карта желаний, да, нарисовал там друг, попасть туда. Какой ему, типа, вот лучший путь, чтобы вот там попасть к вам? Писать, наверное, не самый лучший, да, вариант в Инстаграме себя? Не, ну можно писать, но я вряд ли так поставлю, конечно, да. Я обычно отвечаю всем, но... Ну, смотри, например, вот, может, знаешь, Никита Брик, да, диджей. Мне нравилось, как он играет, и все, я его сам как бы позвал. Просто как бы я услышал несколько раз, как он прикольно играет, и вот он теперь часто довольно играет у нас. Надо как-то просто, чтобы я услышал тебя, по сути. Наверное. Если просто чувак с вами типа тусит, прям к вам засовывается к вам на вечеринке, прям, ребята, йоу, давайте помогу, что-нибудь там, не знаю, там людей приведу, может быть, пофоткаю, вот там, йоу, то есть он не то, что он прям навязывается очень сильно, не бесит вас, такой просто реально полезный чувак, прикольный, вот, и он еще играет, у него как бы больше, да, шансов, что ты его поставишь. Ну да. Я думаю, да. Нетворкинг, как бы все-таки, наверное, это самое главное, да, в нашей сфере, да, что... 100%. Знакомство, да. Ну, даже можно взять, например, Валю Десерт. Вот. Она мне сама рассказывала тоже, думаю. Ничего такого себе расскажу. Она же тоже не так давно начала, там сколько? Года 4, наверное, да. Она, кстати, ходила к нам на друг просто как посетитель, еще до того, как начала заниматься диджеингом. И это она мне рассказывает. И на друге она поняла, что хочет именно быть диджеем и хочет, как такая мини-мечта, отыграть как бы у нас на вечеринке. Ну вот, и она начала этим заниматься. Там, у Ярика там все, я вижу, что она как бы везде играет, симпатичная девчонка, прикольную музыку такую, подходящую, попсовую такую играет. Ну и все, я сам ее как бы зову к нам поиграть. И она мне потом это как бы все рассказывает. У меня даже татуировка на ноге, здесь вдруг. Не у меня, у нее. А, у нее, да. Я подумал, у тебя. Нет, у меня тоже есть, но у нее прямо, она как бы, у меня такая мечта была на друге отыграть. Вау, слушай, очень круто. Да, ну вот я ее заметил, она как бы, не знаю, она даже сейчас, наверное, популярнее меня. Ну это не сложно, в принципе, но... Вот я ее заметил, и все, у нас постоянно играет. Вау, Валя топчик, очень круто. У меня примерно похожий был кейс, я очень хотел попасть в департамент ФДК. Я знал, что там есть Леша, я прям ходил на 2 кастинга в департамент. Там вообще кастинги бешеные, конечно, там просто по 100 человек, блин. Я пришел на первый кастинг, меня поставили играть в ресторан, я играл в Deep House там. А потом я уже играл в ресторане Deep House, но они провели типа в клубе. И я пошел еще на кастинг к другим диджеям, и меня взяли в клуб играть. Я играл последний, закрывался департамент, и я вот с 5 до 6 играл я последний час. Просто там в 6 часов они, ребята, открыли шампанское, там, обнялись все, типа, ребят, close. Прикольно было, да. Вот Никита тоже ходил на кастинги, там, почти 12 ходил, я помню, его взяли. Тоже в ДК он ходил, его взяли. Так постепенно, как бы, по чуть-чуть какую-то известность зарабатываешь. Я вижу, что ты прикольно играешь. Мы там как-то, коннектимся, общаемся, там, ну и все, пожалуйста. Ставлю играть спокойно. Смотри, Миш, огромное сейчас количество диджеев, уверен, сейчас в Питере, в регионах в России, даже в Дубае, в других, там, не знаю, местах. Они решили вот поставить на диджеинг. Типа вот, нам нравится диджеинг, мы хотим быть диджеями, мы не хотим работать на работах, мы хотим зарабатывать диджеингом. Мы хотим зарабатывать тоже там 200-300 тысяч в месяц, спокойненько жить, кайфовать, вот, чтобы было все комфортно. Вот сейчас, в 2023, когда огромное количество диджеев, у чувака есть стиль, то есть он прикольно одевается, он приятно общается. То есть это такие типа базовые вещи, да, с которыми, если чувак это не делает, наверное, будет прям вообще крайне сложно. Что надо делать, чтобы хоть как-то вот
начать играть, работать? Хороший вопрос. Если бы я знал, я бы, наверное, курсы продавал. Слушай, ну, блин, мне кажется, все-таки тяжело такой диджеингом сейчас себя обеспечивать. То есть это только какие-то там единицы могут прям... Нужно, да, свой стиль вырабатывать, как можно больше знакомств заводить в этой сфере. Самому себя везде предлагать, как бы, по-другому, наверное, никак. Ну и знать себе цену все равно тоже, то есть там не играть за 500 рублей или бесплатно, а все-таки какой-то там изначальный ценник уже сразу ставить, мне кажется. Прям физически в субботу, в пятницу из дома брать там 2 флешки и идти в клуб, типа «Привет, я хочу у вас работать». Ну не так, наверное, надо просто без флешек сначала, просто приходишь в клуб, смотришь вообще, как там, что происходит, с кем-то там, может, познакомился с тем же диджеем каким-то в начале, там, не знаю, с арт-директором, посмотрел там, какие вечеринки, какие-то промо-группы написал им, там, я диджей, там, вот там мой микс, там, мой трек, там, не знаю, что-то такое. Вот, не знаю, какой-то промо-ролик записал, какую-то рутину там дома, не знаю, все что угодно. Сейчас самый главный пиар, наверное, как ты себя поставишь, и контакты, наверное, вот это вот, наверное, основное. Делаем основу, то есть в виде рутин, миксов, какого-то своего стиля, да, музыкального. Важно, да, иметь музыкальный свой собственный какой-то стиль, да? Просто музыкальный стиль хороший должен быть, не то что... Смотри, как бы, что человек хочет. Хочет он там в одну сторону там хип-хоп, R&B, хочет какую-то электронику идти, надо как бы вот... Или хочет вообще, без разницы, что играть, главное играть. Как бы для себя он должен решить, чем он хочет, в какую сторону идти, мне кажется. Допустим, ему вообще все нравится. Такой чувак, вот я, допустим, тоже долгое время было, что я такой, блядь, мне все нравится. Мне нравится техно, мне нравится, как люди там потные, грязные, обнимаются, целуются просто под жесткий техноритм. Мне нравится какая-то модная история, мне нравится и поп. Вот, и чувак такой вот сидит такой, да куда идти, везде хочу играть. Ну, опять же, можно свою вечеринку сделать, попробовать, договориться с каким-то местом, позвать всех своих друзей обязательно, прямо лично каждого, и самому же на ней поиграть, позвать каких-то еще диджеев, также с ними законнектиться, например. То есть взял тебя, позвал, с тобой познакомился, там, вы какие-то нашли общие темы, взял меня, позвал, там, познакомились там, я его там, может, кто-то позвал, там, ну, все что угодно может быть, как бы, предсказать сложно, там, не знаю, нравится ему какой-то там диджей, Баскинг, например, взял его, поставил, с ним познакомился, еще одну вечеринку сделал, еще раз его позвал, все, уже там на каком-то коннекте, он тебя может куда-то позвать, там, не знаю, ну, как-то так, наверное. Я, честно, сам не знаю. Наверное, понимать, да, что это будет все-таки степ-бай-степ. Ну, скорее всего, да, так редко удается взлететь, наверное. У тебя есть какой-то топ диджеев твоих любимых, которых ты, может быть, даже не то, что ты их знаешь, но ты прям говоришь, блин, вот они просто супер. Диджей Мэг. Вообще, конечно, бешеный. Я не могу сказать, что я прям музыку всю люблю, которую он играет. Но вот эта его бешеная энергетика, подача и вообще как он выглядит, наверное, такой один вообще. Ну, Леха офигенно играет, Миронов, конечно. Мы были на Бале, я после него играл на бейсменте. Ну, после него вообще нереально играть, не знаю. Все уже как бы... Вот он был пик, и потом уже так вот все идет. Тяжело. В чем, как думаешь, феномен Миронова? Вот он как раз очень общительный, очень такой харизматичный, может со всеми познакомиться, со всеми там задружиться, заобщаться, коннекты найти. Так он, короче, пробивной, общительный, симпатичный парень. Вот. Мне кажется, это. Ну и АВГ, конечно, толчок сильный дал. При этом у него классные сеты. Не, бесспорно, да. То есть это прям действительно очень классно подобранные миксы, очень все как-то так классно, да, прикольно. Да. Ну, совокупность, наверное, такая. Он же вообще даже недавно начал диджей, по сути. То есть он сначала АВГ, потом он через несколько лет стал только играть начинать. То есть, если так как-то еще раз подытожить, так быстренько вкратце для диджиков, которые сейчас хотят. Ну, как будто бы вот формула такая, что ты делаешь свои вечеринки, вот, если взять меня, Миронова, например, вечеринки какой-то популярность получают, ты там коннектишься с артистами, с диджеями, которых туда зовешь. Даже, может, вечеринки в минус идти, но все равно ты зарабатываешь узнаваемость. То есть позвал какого-то артиста, даже если там что-то не заработал или в минус ушел, все равно это тебя поднимает потихонечку. Ну и вот, и потом самому играть на них, и потом дальше уже, если все окей, тебя заметят 100%.
Единственное, мне вот не нравится сейчас, извини, что перебивают, мне не нравятся вот эти диджей-школы, которых миллион штук подкрывалось. И люди думают, что если они закончили диджей-школу, то все, они, они диджеи и могут как бы везде играть, а по сути ну, они нигде не играют. Ну, единицы чего-то там добиваются, у них своя пятидневная работа обычная, и еще плюс диджеинг на выходных просто уже люди не вывозят, мне кажется, в таком ритме. Мне еще нравится такое сравнение, что, знаешь, ты прошел курсы вождения, да, ты можешь водить, но ты нифига не гонщик, не крутой. И также со школой диджея. Ну, ты прошел эти курсы, ну, там что-то там, кнопки научился нажимать. Ну, какой ты диджей? Ну, как бы, никого не хейчу, просто такое мнение у меня. Слушай, а Дэвид Гетта что-то выкладывал недавно такое, про то, что сейчас все диджики выкладывают вот эти вот, как они дома играют сеты, типа вот они домашние сеты, Kitchen диджей сделали. Да, а типа прийти в место, и как бы они вообще... Вот недавно буквально такой рилс увидел. Я же правильно понимаю, что ты еще занимаешься какими-то вещами помимо диджеинга? Да, То есть для тебя это вообще не основная работа? Ну, это мой стиль жизни, можно сказать. То есть я все-таки этим живу, ну и плюс, да, я чем-то другим еще занимаюсь. Это главное хобби у тебя, так Ну, это, да, это хобби, которое... Я всегда это как бы за хобби считал, но оно переросло... Просто не люблю называть это работой, просто как бы, диджеинг, часть меня, короче, не знаю. Вот в процентном соотношении вот там музыка, отбор, что-то послушать, отыграть, это вот сколько процентов из недели твоего времени занимает? Слушай, на самом деле музыку отбираю, наверное, раз в неделю, там в четверг-пятницу, условно. Новинки какие-то? Новинки, да, что-то там, да, просто смотрю какие-то сайты, там, все дела. Или там, что за неделю зашазамил, там, или что-нибудь такое. Это вот папка, да, в фото с телефона, там Шазам, там 1000, когда потом отберу. Или просто слушаю какой-нибудь там Spotify, там рандомный, или там Apple Music, и тоже там принтскрины делаю, все время что-нибудь понравилось, потом отбираю, смотрю, какие там ремиксы, не ремиксы, все дела. Вот. Ну и пятницу, субботу всегда играю, иногда еще какой-нибудь будни, там какой-нибудь корпоратив, не корпоратив, день рождения. Я почему спросил про процентное соотношение, то есть ты на буднях, типа, чем занимаешься? Как будни выглядят? Слушай, на буднях, на самом деле, ничего такого не делаю особо. Какие-то делишки есть, по ним там гоняю, езжу. Короче, нет какой-то экстра занятости. То есть нет такой, что мне надо на работу идти куда-то там, с 9 до 5. В своем ритме там какие-то там дела делаю. Спокойно, сплю много, стараюсь. Какая-то у тебя есть, типа, тревожность, может быть, по поводу своей карьеры, типа, что там вот хочется добиться прям какой-то цели, а что-то все не получается, либо она как-то не так у меня вырисовывается? Есть тревожность, что уже возраст такой, мне уже 35 лет, вот сейчас будет скоро. И как будто бы, знаешь, у меня еще такое сознание осталось там, со старых пор, что ну, как диджей, типа, знаешь, в 35 лет, 40 уже, типа, староват для этого. Дерьма. Ну, да, для дерьма, да, типа, надо уже какую-то нормальную работу, что-то эта тема. Ну, иногда по этому поводу гоняю. Ну так, стараюсь от себя так отгонять. Правильно, да. Да. Просто не знаю, чего еще добиваться. В Москву сейчас попробую там поехать, там поиграть, может. Я просто музыку, видишь, сам не пишу. Я как-то вообще от этого далек. Просто считаю это очень сильным задротством и, короче, тяжело мне в этом. Просто, мне кажется, не мое. А без написания музыки как бы все-таки тяжело какие-то высшие ступени продвигаться. То есть там в Питере, понятно, там дальше, наверное, некуда уже особо двигаться. А на какой-то там всероссийский, там, международный уровень, это нужно, конечно, свою музыку выпускать, я считаю. То есть просто диджей, как бы это, мне кажется, не то. Мог бы заниматься, типа, вот без денег диджеингом? Слушай, да я могу, если меня кто-нибудь попросит бесплатно играть там с друзей, вообще не проблема. Может, да. Ну, это как бы мне самому нравится, да. Если бы не платили, наверное, не так часто бы я играл, конечно. Потому что все-таки довольно тяжело там по несколько мест за ночь объезжать. А так, да, пожалуйста, да, еще можно. Страсть диджеинг. Ну, она энергию дает, как бы. Я когда играю, если много народу, как бы, если все танцуют и вайбуют, как бы это тебе отдает энергию сильно. То есть я могу там, знаешь, из дома выйти, там, не знаю, условно, там, в 11 вечера, да, такой весь, ой, что-то спать хочется, может, это ну его нахуй. Потом, когда уже, ну, как бы, встречаешься, начинаешь играть, уже, как бы,
подпитываешься, и уже нет никакой усталости, и спать не хочется. Хотел, да, спросить, что тебе дает диджеинг? Самое главное, да. Энергию, да, какую-то. Ну и приятно, конечно, когда там после сетов или там во время сетов девочки, парни подходят. Так круто, офигенный сет, где тебя можно послушать, дай подписаться. Это, конечно, не знаю, как-то такое чувство внутри приятное. Как будто не просто так все это делаешь. Знаешь. Ну, ты сказал, что хочешь в Москву переехать. Ну, я не переехать, ну, просто там 3-4 недели пожить, посмотреть, там, может, какие-то новые места поиграть. А жил уже? Не жил. Не, только так, ездил на пару дней. Нравится Москва? Ну, если честно, не особо. Ты как истинный петербуржец с татуировкой 812, Да. но Москву не люблю. Не, ну там, конечно, движуха вся там, конечно. Ну, как говорится, в Питере душа. Да, соул, правда. Тоже, знаешь, когда у тебя каждые выходные Мираж, ДК 812, Кузня, уже так устаешь немного. Ну, как, знаешь, в рутину превращается. А это, по сути, лучшие места в Питере. Ну, для того, что я играю, наверное, да. А переезде куда-то в другую страну есть мысли, планы? Ну, вот когда война началась, я думал об этом. Ну, как-то я был и в Европе какое-то время, и в Израиле, и на Бали там, и в Таиланде, и здесь, в Дубае. Ну, как-то что-то я нигде себя не нашел. То есть на Бали вроде как бы, то есть я там долго жил, там и диджей-сеты появились нормальные, постоянные. Ну, все равно все не то. В Питере, конечно, лучше всего, если честно. Именно вот там микс, да, народ, люди, музыка, вайб, все вот в целом не то. Понимаю, да, тебя. Ну, если приспичит, конечно, если ситуация вынудит, то что делать. Но так, если пока в Питере вижу возможность жить, то почему бы и нет. Давай с тобой выпьем за мир, чтобы весь этот ужас кончился, и мы жили, и Жили где хотели, не жили где хотели, да.